Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке я покажу, как вязать первый столбик с накидом, когда мы вяжем полотно именно из столбиков с накидом, да, чтобы край нашего полотна был идеально ровным. Смотрите, какие все ровные столбики, и первый ничем не отличается от других столбиков. То есть это не так, как мы раньше вязали с вами, просто воздушные петельки. Видите, тут край все равно он отличается, что с одной, что с другой стороны. Я здесь провязывала по 3 воздушные петли, но в принципе, когда вы провяжете 2, все равно видно, что в начале косичка из воздушных петель. Здесь же, смотрите, все столбики одинаковые, край идеально ровный, что удобно и практично как при вязании ковров, так и при вязании каких-нибудь любых других изделий. Поэтому, кому интересно, кто хочет научиться вязать по-новому, не переключайтесь. Итак, набираем воздушные петельки. Набрали цепочку из воздушных петель, и сейчас, внимание, я показываю, как мы провязываем первый столбик с накидом. Вытягиваем эту петельку, вытянули, заворачиваем вот таким вот образом крючок, заходим под косичку, вытягиваем ниточку, провязали раз, провязали 2. Вот это наш первый столбик с накидом. Еще раз покажу. Посвободнее сделаю следующую петельку. Так, смотрите. Вытягиваем петельку вот таким вот образом. Замотали как бы эту петельку над крючком. Идем в первую эту косичку, захватываем петлю, провязали раз, провязали 2. Вот это наш первый столбик с накидом. Далее столбики мы провязываем как обычно. Сейчас провяжу этот первый ряд. И далее начало второго я вам еще раз покажу, как будут провязываться столбики. Все, мы провязали первый ряд. Если раньше мы, когда переходили на второй ряд, мы просто набирали, либо это было 2 воздушные петли, либо 3, и вязали вот таким вот образом. Здесь мы набрали 3 воздушные петли и вязали вот так. Нет, не так. Вяжем, смотрите. Мы закончили вязать первый ряд. Вытягиваем вот эту петельку, да, никаких воздушных, ничего мы не набирали. Вот, закончили вязать ряд, вытянули петлю, вытянули ее, и опять же крючком вот таким вот образом обмотали крючок, и идем сразу же в первую петельку, под первую косичку, раз, 2. Все, далее вяжем как обычно. Довяжу до конца второй ряд, еще раз вам покажу. Итак, довязываем второй ряд, да, не пропускаем ни одной петельки. То есть, смотрите, вот последняя петля, вот здесь косичка у нас будет, мы ее никак не должны пропустить. Все, никаких петелек подъема, никаких воздушных петель мы не делаем, мы просто вытягиваем вот так, вытянули нашу петельку, ну,
вот на таком уровне, как бы как размер столбика с накидом, да. Крючком повернули и крючок сразу же под первую косичку захватываем. Петельку провязали 1, провязали 2. Далее снова мы, как обычно, провязываем все наши столбики с накидом. Так, все, сейчас свяжу полотно такого же размера, как у меня вот это, да, там, где я провязывала просто воздушные петельки, и покажу разницу. Итак, вот наш образец, который мы с вами вязали по-новому. Смотрите, что с одной стороны, какой ровный край. То же самое с другой стороны. Край ровный, петельки все одинаковые, включая первый столбик. Посмотрите, какие они все одинаковые, какие все ровные. Да, ну и вот этот наш образец, который я вязала старым способом, то есть я вначале набирала просто 3 воздушные петли. Ну, набирая 2, будет, в принципе, то же самое. То есть вот эти косички, они видны, они выделяются, что с одной, что с другой стороны. Если полезен был видеоурок, такая полезность, как вязать по-новому, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.